Привет, друзья! В этом видео я хочу сделать миниатюру по реальной фотографии. Для вдохновения я использую приложение Pinterest. Такую виноградную гроздь я хочу сделать. Для этого я беру запекаемую полимерную глину цернит полупрозрачного цвета и подкрашивать ее буду сухой пастелью. Для того, чтобы сделать веточку, я беру кусочек белой и полупрозрачной глины и смешиваю их до однородной массы. Катаю тоненькую колбаску. И разрезаю их на маленькие кусочки. У меня будет основная веточка, к которой я прикрепляю другие маленькие веточки, как бы разветвляя гроздь. Инструментом сглаживаю стыки и тонирую веточку сухой пастелью. Кладу на кусочек фольги, чтобы веточка приобрела изогнутый вид после запекания. Стыки буду закреплять клеем цернит. Этот клей тоже запекается в духовке, как и полимерная глина. Для надежности можно смазать всю веточку клеем. Очень тонким слоем, чтобы его не было видно. Чтобы сделать ягоды винограда, я беру кусочек полупрозрачной глины и смешиваю его с сухой пастелью. Это зеленый и желтые цвета. Смешиваю до однородного состояния. Полученную массу я раскатываю колбаску и нарезаю на мелкие кусочки. Эти кусочки я катаю в шарики и овальные ягоды. Слегка посыпаю сухой пастелью коричневого и темно-коричневого цвета. И слегка прижимаю пастель, чтобы придать реалистичность ягодкам. И запекаю веточку и ягоды при температуре 130 градусов 10 минут. С помощью суперклея я приклеиваю каждую ягодку на нашу веточку. Я приклеиваю их в таком порядке, чтобы они создавали объемную гроздь и похожую на ту, которую я хотела сделать по фото.
Как видите, у меня есть и большие ягодки, и маленькие, ну как в настоящем винограде. Вот такая гроздь уже получается, объемная. И на всякий случай я закреплю ягодки клеем цернит. Кисточкой покрываю стыки очень тонким слоем ягодки, чтобы клея тоже не было видно. И опять кладу на кусочек фольги и запекаю 5 минут. Я покрываю лаком для блеска. Тоже тонким слоем. Как думаете, получилось у меня сделать такую же гроздь, как на фото? Поделитесь вашим мнением в комментариях. Мне кажется, немного все-таки похоже. Друзья, если вам понравилось видео, поддержите мой канал лайком, подписывайтесь, если вы еще не подписаны, и до новых встреч. Пока!